Сегодня мы с Ладой проснулись в удивительном месте. В небольшом, но красивом городке, Привет! который называется Мюльхайм. Мюльхайм расположен недалеко от Фрайбурга. Мы приехали сюда вчера поздно вечером, уже ничего не было видно, и мы даже не знали, где мы будем ночевать. А мы заночевали сегодня у друзей Даниила Денисова, нашего друга-музыканта, у немцев. И здесь красотища просто потрясающая. Сверху видно практически весь город. Старый центр, церковь, мельницу с колесом. Мы с Ладой еще сходим посмотреть. Смотрите, такое утро. И иней на веточках лежит. Просто красотища. Холодно, но я думаю, летом здесь вообще рай, вообще. Это такая квартира интересная. Посмотрите, какая веранда. Здесь просто можно сидеть, пить чай, смотреть. Ну только стекло замерзло Это сейчас. свое. Это как бы, приватная территория. Смотрите, какие цветочки, тут какие-то скульптурки, как у всех здесь, да? Внизу там ручей течет. Я слышу шум ручья. Да. Такая горная речечка. Да. Друзья, в общем, мы еще прогуляемся по этому городу, посмотрим на него, и вообще сегодня будет очень много интересного. Мы побываем в дивных местах. Да, у нас сегодня такой грандиозный план. А сейчас мы вам покажем квартиру. Тут видите, тут с террасы можно войти прямо в гостиную. Но не только в гостиную, можно зайти еще в спальню. Вот здесь сейчас мы будем чаек пить. Немножко как в музее, немножко как в замке, немножко как вообще очень интересно. Ты понимаешь, хозяйка, она музыкант, поэтому у музыкантов все особенное. Искусство повсюду. Даже вот в этих тарелочках и вот в этих винах. Смотри, здесь коллекция вин, интересно, да? Мы вчера пили замечательное вино. Инга угощала свои коллекции, красное и белое, я не помню, как оно называется, но очень вкусно. Но мы вчера смотрели, за окном было темно, когда мы пришли сюда, и мы вообще не могли этого всего увидеть. Вообще сидели вот здесь за столом и думали, где мы находимся, кто его знает, да? А теперь так красиво. Можем показать вам спальню. Санузел в плитке, очень такой просторный, душевая кабина, там вдалеке 2 умывальника и унитаз. Здесь, в принципе, все обычно, но все очень четко сделано. Даниэль! Hello! Hello, Leute. Hallo, Leute. Я использую каждую минуту, чтобы заниматься на своем Янко Бельтуна аккордеоне. Ну правильно, нечего терять время, зря. О, слушай, это у тебя Моцарт тут, да? Это Бах. Вот А, я играю боже. Баха, Ага. и Бах там слушает и улыбается. Я говорю, хорошо, sehr gut. Смотри, у тебя тут целая библиотека, да? А, у тебя тут целое сборище каких-то аккордеонов, ничего себе. Это все работающие Да, аккордеоны? Они это все первый, работают. первый рабочий, я на нем играл. Это был у нас как бы такой скандал в Органеуме, у меня есть видео. Скандально известный. А почему же он так на скандале? Это считался долгое время лучший итальянский аккордеон. А, Но это ясно. фирма. Мгм. Это фирма. А теперь... У нас, я не знаю, как в Италии, считалось ли в Италии так, но у нас на постсоветском пространстве скандале это был авторитет. Очень большой. Ясно. Скандал. Слушай, из твоей комнаты тоже есть выход на террасу, да? Да, И и красоту. музыкальной комнаты там тоже есть выход на террасу. О, На террасу из всех 3 прилегающих комнат есть выход. Библиотека такая, смотри. Знаешь, сюда Бах подходит. Вот ты играешь Баха, прям вот как он тут. Тут надо играть Как будто Баха. тут был, да? Да. ну конечно, смотри, тут еще какая-то... Это пострадало при пожаре Тампура. Домра, а Тампура называется, да? Тамбура. Это Тамбура. как бы такая болгарская мандарина. Мгм. Инга жила одно время в отеле и свезла туда все свои инструменты, занималась там. И в этом отеле случился пожар. И вот ее инструменты сгорели. Ну не сгорели, Ну, обгорели, да? Да. Данил говорит, а его можно еще восстановить как-то, да, пошлифовать, что-то сделать с этим, но еще Он как говорит, бы... не играет сейчас, жалко. Und ihr könnt jetzt schon Tee trinken Ага. und nachher essen wir ein Brot und
Okay, okay. Und ein bisschen später. Und zusammen sitzen. Ja, natürlich. Ja? Oh, okay. Ich wollte das nur fertig. Okay. Wir ein bisschen nach. У нас второй вечер уже урок немецкого языка беспрерывный. Мы пытаемся понять, разговариваем с хозяйкой здесь по-немецки, потому что по-другому никак. Она рассказывает, какие у нее планы сейчас. Говорит, пейте чай, а я приготовлю завтрак. Wasn't I meant to lie in your arms here? Сегодня просто удивительный день. Солнце вышло, и даже птицы начали петь, как весной. Хотя сейчас конец декабря, сегодня 27 декабря, и мы приехали в город, который называется Мюльхайм. I reach out, you will hold on. Was it a rainbow falling? Was it a rainbow falling? When I touch Вот прямо здесь внизу находится старая мельница. И слово Мюльхайм происходит от мельник. Да, не от мусора. Не от мусора, да. Мы вчера долго выясняли. Потому что звучит Одинаково, и пишется почти одинаково. Там только две «л». и пишется вообще одинаково. Просто корень этого слова мюль — это измельчение. И как и мусор измельчают, как и муку измельчают. Поэтому в старину употребляли слово мюль только в контексте муки. А сейчас, ну, наверное, в этом столетии, не знаю, когда стали употреблять это в контексте мусора тоже. Поэтому здесь говорят Абфаль, мусор, а не мюль. Городок небольшой, в нем живет около 14 тысяч людей в самом городке. О, слышите, колокола бьют. Слышите, как птицы поют, да? Вот замечательно. Зимой услышать птиц — это вообще уникально на самом деле. Вот это вот старая мельница, которая здесь с древних пор сейчас музеем работает. Посмотрите, какое огромное колесо здесь. Вот ручей течет, и это колесо должно вращаться. Но поскольку сейчас выходной день, то колесо почему-то не вращается. Его включают здесь в те дни, когда работает музей. Мы немножко прогуляемся к центру города, а позже нас свозят на экскурсию в другой городок. Тоже красивый и интересный. То есть у нас сегодня будет насыщенная программа, и покажем вам много такого, чего мы сами еще раньше не видели. Мы сейчас находимся в такой части Германии, в которой раньше вообще не бывали. Это юго-западная часть, самая южная, можно сказать, самая теплая часть Германии. Здесь в 20 километрах находится граница с Францией, да, и граница со Швейцарией тоже рядом. В общем, этот городок расположен между двумя крупными городами, между городом Фрайбург и Базель в Швейцарии, представьте. А вот тут протекает ручей. Ручей по-немецки Бах. Иоганн Себастьян протекает здесь. Все о Бахе, даже ручей Бах. Да. И посмотрите, вот уже здесь начинается нечто интересное. Течет ручей. Сначала просто мостик такой симпатичный, небольшой. А дальше это музыкальная школа. И под ней, прям под школой, протекает этот ручей, под зданием. Это не часто встречается. Мы, конечно, видели уже Мы наподобие. вчера гуляли, да, здание. Даня говорит, какой ужас, как здесь можно заниматься музыкой при таком шуме. А, да? Ну, я думаю, в самом здании не так слышно этот шум. Но вообще-то да, ручей шумит здорово. Особенно, когда вода поднимается. Здесь бывают такие моменты, когда река становится более полноводной. Но то, что вода подтекает под зданием, это просто уникально на самом деле. Так И- круто, мне вообще нравится. Представь себе, занимаешься музыкой, смотришь в окно, видишь ручей. Вот такую картину видишь, да? И слушаешь. Шум воды, он на самом деле успокаивающий. Мне Круто, кажется, это на самом деле хорошо. круто. Да. Вот в маленьких городах и площадя, они маленькие, и какие-то немножко
как сказочные. Действительно, вот создается впечатление, что это все не на улице, да, как будто декорация в каком-то павильоне. Нету таких высоких бордюров, все как бы в одной плоскости сделано. Для пешеходов, велосипедистов, для людей с ограниченными возможностями все здесь сделано хорошо. Центральная церковь и красивый памятничек. Такая себе отдыхающая таитянка. Нет, это таитянин. Лежит такой, тащится. Пупсик. Пупсик. Здесь каток, искусственный каток. Заливают его, и вокруг даже образуется такой снег. Да, настоящий снег, смотри. Ты можешь даже Обалденно. залезть, посмотреть, показать. А мы сейчас зайдем с той стороны, просто не будем залазить. Вот это сооружение называется ворота. Какие-то ворота, не знаю. Но там мусорку поставили. Ворота в город. Ворота в город называется это сооружение, но почему-то... Мы вчера смеялись, потому что на входе в город стоит мусор. Алло. Смотрите, вот он, каток. Его подготовили для того, чтобы люди могли кататься. Красиво выглядит, но сейчас пустой. Видимо, люди еще не поприходили. Утро все-таки. На столах еще иней лежит. В общем, и здесь вот... 5 евро стоит этот каток. А, 5 евро покататься? 3,50 для ребенка. Ага. И вот здесь, видите, такая торговый закуточек, такой, где сосиски продаются, вот традиционные рождественские всякие напитки. Марк, Да, небольшой марк. Рождественский. Ага. Я думаю, что перед Рождеством здесь было тоже вот такой же, как и везде, рождественская ярмарка. Но сейчас люди просто отдыхают. Сейчас уже это не праздник считается, но все равно. Кое-кто продает. Но они не захотели, чтобы мы там цены снимали. Цены снимали, да. Разрешили снять. Да. Не знаю, почему они не хотят, чтобы мы сняли цены на сосиски. Ну, в общем, такие интересные люди. Поговорили мы с ними немножко на ломаном немецком. Так, смотрите. Это вот одна из магистральных улиц, центральных. Смотри, сколько церквей. Куда ни глянешь, там снова церковь. В общем, это винодельческий регион. Он находится в районе гор, который называется Шварцвальд. Хохшварцвальд, то есть тут высокий, он там вдалеке виднеется. Наверное, камера не передает. Дальше такие высокие горы с черным лесом. Здесь очень много винных полей, как Инга говорит. То есть очень много плантаций винограда, из которых делают вино. И здесь люди очень любят пить вино. И раньше очень много пили на праздники, но сейчас, говорит, немножко меньше. Говорит, потому что есть много вина, и люди просто, такие, знаешь, говорит, на севере Германии меньше пьют. Ну и вот традиция немецкая. Если тебе что-то уже не нужно дома, ты его не выбрасываешь, а выставляешь, может кому-то пригодится. Вот смотрите, детская обувь стоит, я так понимаю, в нормальном состоянии. Просто выставили, отдают. Это что-то, не знаю что, пустое. И кресло. Рабочее кресло. Кресло целое, да, ну потрепанное слегка, да, сверху там я вижу кожа. А так, в принципе, смотрите, четкое, годное кресло. Интересный дом, заросший какой-то зеленой порослью, а сейчас же все-таки уже Новый год через 2 дня. И, в принципе, морозная погода стоит, а оно зеленое. Что это такое? Растет зеленое, вообще как будто ты в южных краях каких-то находишься. Мы идем сейчас в супермаркет, здесь есть Реве, и мы хотим купить для хозяйки что-нибудь вкусное, чтобы принести домой. Вчера мы не могли это сделать, вчера ничего не работало здесь. Короче, это еще один ресторанчик, винный двор, в котором можно пробовать вина и покупать. Линденхоф называется. Смотри, как прикольно сделано. Бочка такая, и якобы льется вино. Мы купили подарки, не подарки, а немножко, Угощение немножко угощение. для хозяйки, да? Мы хотим показать, просто давай тут на столике Давай.
купили, смотрите. Вот такие конфетки. Конфеты купили. Вот такой вот, еще конфеты Моцарт, кстати, из-за этого и купили. Вот такой вот сыр фондю, это такой сыр расплавленный, да, его надо плавить, а потом туда макать хлебушек, это очень вкусная вещь. Вот, ягодки, вот такие вот колбаски Даня любит, вот, и, естественно, Брецели. Поэтому все, мы возвращаемся домой и поедем вместе с ними, с Данилом и с Ингеборг. Поедем в какое-то красивое место. Она нам обещала показать, мы еще сами не знаем, это сюрприз. Так, тут уже прям какой-то обс-салат, тостер. Фрühstück, ja? Всякие разные. Обс-салат. Обс-салат. Я его покрошил, а то можно ее этим йогуртом еще его приправить. Это сюда что? Яблоки, мандарины? Яблоки, мандарины, бананы, груша. Груша? Ничего себе, вот это извращение, я никогда не Знаешь, какой пробовал. вкусный, я же попробовала. И ты туда еще сметану ложишь, да? Это йогурт с медом. Йогурт. А не с медом. испортит он, мне кажется, он будет Мне нравится. Ты, если хочешь, можешь немножко отдельно попробую, съесть. потому что я не уверена, что мне нравится просто. Сырок. Еще. Да, даже Зелека. Ситсбитте. Ситсбитте. Ja, mit uns. dann ist immer so schnell. Zack, zack, так. alles. Heute in Ruhe. Говорит, должна еще сделать что-то на кухне. Она готовит на сегодняшний вечер пирог, да? Какой-то пирог, Ну, такую, типа пиццу. типа пиццы, да? Das ist keine Pizza, das ist Focaccia. Фокачча. Фокачча. Итальянская, да? Мы уже чокаемся, как будто это вино, да? Цимболь. Ну что, продолжается наше сегодняшнее путешествие. Мы едем сейчас в такой небольшой городок, но очень известный городок под названием Баден-Вайлер. Чехов Антон Павлович провел здесь последние дни своей жизни. Представьте, вот именно здесь. Ладно, ты знала об этом, что Чехов здесь последние дни своей жизни? Инга мне сказала, поэтому так я не знала. Не знала, да? Это был сюрприз. Бург руины, там auch фильмы. Ага. А мы туда сходим или это далеко? руину можем зайти. А, это пальма? Кустliche пальма. Да. Это не искусственная, это настоящая пальма, да.
Смотрите, эхте это значит, ну, настоящие. Могу попробовать. Пальмы здесь в горах, считай. О, das ist alte Auto. Volkswagen маленький такой. Там хозяин, а мы не спрашиваем. А это вообще класс! Ничего себе, какие тут автомобили ретро. Есть красотень, да? Так неожиданно идешь. И тут вдруг. Вот меня удивляет, тут очень много зеленых деревьев до сих пор. Грюн. Даниэль. Das ist Grün. Bäume, ja? Und russische Kirche. Russische? А, Ортодокс-Кирхе. Это православная церковь, говорит Даниил. Такие церкви встречаются редко. Мы знаем только одну с Ладой. В Ульме есть православная церковь. И вот здесь. Geschlossen. Geschlossen. Закрыто. И тут ничего не написано. Ничего не написано. Ну красотища тут. Баден-Валлерская, да? Да. Это прям курортный городок, мне кажется. Ну да, все Бадены это же все курорты. А, да, я же прочитал. Тут есть даже 2000-летние купальни. Купальни римские. Римские, да. бани. Ага. Римские бани. Мы Интересно. зайдем посмотрим. Даже можем увидеть их, да? Да, А сейчас горячие источники, да? да, действуют? это мы могли бы посетить, просто чтобы не взяли плавки. А говорят, в Германии без плавок купаются. Не, ну там как бы такой бассейн, это не сауна. Нет, в бассейнах, бассейне да. плавают. Мы были в Баден-Бадене, подошла к нам женщина и сказала, что в одном из источников Ну какой-то специальный, да. купаются именно традиционно. Может. Ага. В Италии sagt далеко. man kann ohne Unterhose schwimmen. Diese baden. Kann sich baden. Ohne Unterhose. Aber nicht hier. In Baden gibt es ein Schwimmort, wo kann man ohne Unterhose schwimmen. Aber hier muss man Unterhose schwimmen. Und wir haben jetzt nicht. Сейчас этого нету, да? И Да. тут этого нету точно, да? Ну, In, сейчас. in Baden-Baden gibt es. Nicht leisten, dass es zu teuer ist. Und deswegen steht es leer. Niemand kann es, In Ordnung bringen und kaufen. Niemand kann das kaufen. kaufen und in Ordnung bringen. Переводить. Früher war großer Отель. Ага. Раньше это был большой знаменитый отель, но сейчас он пришел в запустение, и никто не может его выкупить и в порядок привести. Ага, ясно. А раньше сюда богатые люди приезжали, Да. да, на отдых. Вот видите, заброшенный отель. А мы с Ладой все искали, где заброшки, где заброшки. Вот заброшка здесь. Такая Много было себе. русских. Тут раньше было много русских. Manche, Да, Schöne да. manche испортились. Hotels sind von Russen gekauft worden, aber dieses nicht. Да. Ага. Сейчас это идет как бы с трудом из-за политической ситуации, поэтому запустение. Так бы ясно. какой-нибудь русский купил и привел в порядок. А, Газпром разоряется сейчас, да, Но поэтому... нет, ну и визы не даются, и все, отношения испорчены политические. Ясно. Да. Мы идем... Gehen wir zum Tschechow und dann werden wir diesen Park anschauen und Burgruine und römische Baden. Мгм. Сначала мы идем в музей Чехова, посмотрим, где он жил последние свои дни. Потому что Чехов это любимый писатель Лады, во-первых. Надо знать все наизусть. Наизусть. Но и Ингеборг тоже читала, прочитала. прочитала все на немецком, да, в переводе, но прочла всего Чехова. Und Tschechow ist da gestorben, das hast du gesagt. Ja, Tschechow ist hier gestorben. Да, здесь и умер, да. Выпил бокал шампанского и всё. умер. И сказал, Да. чувствую. Да, это не смешно, но вообще-то, ну, в принципе, у него была такая болезнь, которую раньше и не лечили. А сейчас бы он бы еще жил и жил, да? Да. И он сюда приехал для того, чтобы лечиться, да? Лечиться. Да, на курорт. В общем, здесь лечили от туберкулеза. Может быть, и сейчас лечат. И сюда специально приезжали лечиться. Я вам скажу, в горных поселках есть особое очарование, потому что местность такая пересеченная, все время открываются какие-то красивые виды.
Деревья такие диковинные здесь, дома. Ну, таких домов, в принципе, может быть и везде много, но здесь как-то особенно, да? А вот это, смотри, какая церковь красная прямо. Из красного камня. И топится дровами, да, смотри. Да, да, там дымок идет с трубы. Да, топится дровами. Мгм. Evangelische Kirche. Я. Евангелище. Ну, они тут в большинстве своем. Это Да. значит протестантская. Протестантская лютеранская церковь. А вот на продаже, да, дом? Смотри, Циферкау. Циферкауфен. Ja, zu verkaufen viele Viele Häuser. Häuser. И тут уютно. Видишь, еще даже в декабре люди иногда сидят за столиками на улице. Auf die Straße. Badenweiler stirbt aus, weil es nicht mehr so viele Tourgäste gibt und Badenweiler deswegen вымер, gibt es so потому что schöne Häuser zu kaufen und keiner kauft sie. вымирает. Badenweiler Вымирает вымирает. сейчас, да? Продают дома. Не слишком много приезжает на курорт людей. А, Тут проводятся всякие процедуры лечебные, ингаляции. санаторий. Ингаляториум. Ага, Ингаляториум от слова ингаляция. Ясно. Именно здесь и лечился Чехов, да? Тоже, наверное, да. Behandelt. Чехов Антон behandelt hier. Павлович. Ja. Und hier gibt es, da sind auch manchmal Konzerte drin in diesem Saal. Концертзал. А, концертный зал даже. Inhalatorium. Ингаляториум. Я. Это не концертный зал, это ингаляториум. А это вода. Trinken, Das ist Mineralwasser, Wasser, ja? gesundes Wasser. Минеральвасser. Mineralwasser. Минеральвасser. да. Это минеральная, полезная очень вода. Рукой пьешь просто и все. Вау. Варм? Good. А соленая? Как? Вкусная, просто Вкусная. водичка. Да. Я попробую потом. Сейчас мы заглянем в эту ингалаторию. Я не могу произнести. Инхалаториум. Ингаляториум из geschlossen. Geschlossen. А вот рядом красивый домик, просто красивый домик, не знаю для чего, что в нем. I was wrong. The words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tears shed Ну, eyes. можно понять русских писателей, которые приезжали сюда лечиться или просто отдыхать. Здесь очень красиво. Das ist das Hotel und der Balkon, wo Tschechow, in dem Zimmer ist er gestorben. А, в этом отеле. In dem obersten, in der Mitte, wo der Balkon ist mit den Stühlen, da ist der. А, там где стулья, стул там стоит на том Чехов умер. балконе. Где стулья? Вот эти посередине большой балкон. Сейчас подойдем, посмотрим ближе. В общем, мы пришли уже к гостинице, в которой жил Антон Павлович Чехов. Вот этот отель. Да, да, теперь понятно, да. Da steht Aha, Anton Tschechow Чехов, да. auf Deutsch Мгм. im Juli 1904. Ага. Hier gestorben. Ja, hier steht, hier lebte er, aber Ah, er ist lebte? auch hier. Mhm. Aber er ist hier dann auch gestorben. На табличке стоит: здесь жил Антон Чехов. Жил, да, 1904 год. Видите, друзья, вот здесь Антон Чехов и отдыхал. Olga. Aber Deutsch. Die war auch da, ja, die war auch hier. А вот его музей, но он сейчас закрыт из-за того, что это праздники. На праздники А, его закрыли. в музей мы не можем зайти, да. Сегодня, получается, не тот день, когда надо приезжать. Ну, жаль, конечно, но с другой стороны, в музее обычно просто книги, какие-то вещи, фотографии, да. Вот это сними, Виталик, Антон Чехов плац. А, это площадь называется в честь Антона Павловича Чехова. Антон Чехов плац. Вот, друзья, здесь он и жил, в этом отеле. Мы сейчас даже в подворотню зайдем. Так, это внутренний двор отеля. Ну, там сейчас машины стоят, это все такие технические территории. А вот вход в отель. Представьте себе, здесь Чехов ходил
Ну, уже больше 100 лет назад, 120 лет назад это было, когда Чехов здесь ходил. А книги его, конечно, до сих пор живут и до сих пор интересны и актуальны. Вот что. Вот по этим ступенькам тоже Чехов прохаживался. Конечно, здесь наверняка уже многое поменялось. Видите, старенькие балкончики такие. Ха, красиво. Ну и еще стоит информационный стенд здесь вот, на котором нарисован фотография Антона Павловича, как он здесь сидит. Смотрите, молодой умер совсем, а мог бы еще сколько написать. А вот это как раз и есть купальни, то есть здесь минеральные источники, здесь сюда можно зайти и искупаться. Это центральный вход, я вот сейчас подойду, смотрите, все такое в римском стиле или в античном. Там такие ангелочки, пупсики стоят, всякие полуобнаженные статуи. Марк Графенбад. Вот, термы. Ну, в принципе, он работает. Смотрите, здесь люди. Я не пойду туда снимать, но, в общем-то, можно было бы, если бы взять открыто, да. Написано вот, тоже можно попить воды. Термаль, тримкваса, то есть питьевая вода теплая. Ты выяснила, сколько стоит здесь? Эрвакс на 14 евро. 14 евро, Два да? Для взрослых. студента, да. Для детей 10 евро. Два студента, 2 часа. 2 Stunden. Так, подожди, сначала. Смотри, Эрваксены 2 часа 14 евро, для детей 10 евро. Взрослые с детьми 2 часа 20 евро. Когда-нибудь мы, Лада, с тобой Все-таки сходим в эту все-таки покупаемся, да. Поющие? Как? Тут можно тереть, и он будет петь, но Ингеборг придумал, как делать. Тут. Слышишь, поет? Я досклин. Браво, браво, браво. Маэстро, браво, маэстро. Все зеленое. Да вообще как лето, посмотри, парк, да? Куда мы попали? Тут особенный климат какой-то. Здесь никогда, наверное, холодно не бывает сильно, да? Хотя сейчас где-то +1, да, наверное? +1, +2. Мне холодно. Мгм. Ну тут все зеленое. Ночью был минус, а сейчас уже, наверное, плюс. Да? Ты посмотри, какие огромные эти ели или что это? Ага. Вау! Мамут? Мамут это мамонтовое дерево. Мамут это мамонт. Мамут. Мамонтовое дерево. Ух ты, интересно. За интересант. Вот смотри, Виталик, вот тут идут эти ж бани, вот эти. Ага. Вот они там у них, видишь, там тропические эти. Тропические внутри. Внутри там можно по тропикам походить, да? Мгм. Ну да, там эти бани это обрамлены таким тропическим садом. Мгм. Ну, я думаю, во времена Антона Чехова вот этих стеклянных сооружений не было, еще были по-другому как-то. Что-то было, Виталик. Что-то было, но не такое, так да. выглядело. Конечно, не так. Римские купальни. Бани. Представьте, еще 2000 лет назад римляне здесь построили купальни, и вот они здесь теперь под стеклом стоят. Ну, в общем, в эту дверь мы можем зайти, да, к руине чуть-чуть приблизиться. Но 7,50 стоит вход сюда. Я на чеке посмотрю. А, да, чеки валяются. 7,50 для того, чтобы пройти через вот этот турникет и посмотреть вот на эти руины. В принципе, мы, по сути дела, можем и так заглянуть. Я так понимаю, просто здесь за 7,50 предлагается небольшая экскурсия. Вон там люди сидят на стульях и им рассказывают, показывают. Возможно, даже смотрят фильм. Видишь, Да, там да, экран. да, фильм. Потому что смотреть тут особо нечего, так вот можно увидеть эти руины. Ну, просто древность, 2000 Это лет. интересно, конечно. Да, очень интересно. Но воды тут сейчас не видно. Вы только посмотрите, какое сочетание. Лежит снег. Здесь, скорее всего, вчера прошел снежок или на днях.
Потому что внизу, там где Мюльхайм, там снега нету. Я как бы не обратил внимания на это. Видите, мы все-таки в горы поднялись. И тут же рядом растет бамбук. Бамбук — это же тропическое растение, тропический лес. Смотрите, настоящий бамбук. Пустотелы, наверное. Вот это да. Я вживую бамбука и не видел еще. Я не был никогда в тропиках. И в Германии встретить бамбук я совершенно не ожидал. Поняли, какие чудеса, да? Снег, бамбук, римские купальни, Антон Павлович Чехов. Все в одном месте. И вот громадный платан лысый стоит. Ну и в дополнение, смотрите, это лимонное дерево. И оно сейчас зеленое и какие-то росточки пускает. Как оно может в таком холоде быть? Сейчас мне просто здесь на улице холодно, а лимонное дерево не замерзает. Чехов сочинял здесь, мы тоже хотим. Ладно, сказала, что тут Чехов сидел, сочинял, конечно, в таких местах я посидела тоже что-то сочинял. Ну садитесь, сочиняйте. А это Чехов Денкмаль. Денкмаль переводится как «думайка». Думай-ка. Думай, Денк это думай, а Мгм. Маль это разок. Разок, ага. Подумай-ка о Чехове. Денкмаль. Чехов Денкмаль. А я уже решил, что это была любимая тропа Антона Павловича. Ну, так и было, да? Чехов тут сидел, писал свои рассказы. Слушай, он прожил всего 44 года, получается. Чтобы нас потом не поправляли, мы уточнили информацию. Чехова, оказывается, уже умершего, его тело перевезли из Баден-Вайлера на Новодевичье кладбище в Москве. И там он захоронен. Сейчас там ему памятник стоит. Но умер он именно здесь, в Баден-Вайлере. И где-то здесь он последний раз выпил свой бокал шампанского и покинул. Где-то здесь, в этом отеле. В отеле, да. Он выпил бокал шампанского и умер. И, возможно, на том балконе, на котором мы смотрели, стоит стул и висит памятная табличка. Эрстмаль Эрверт. Первый раз упоминается в 1122 году. Он Разрушен был 6-4 разрушен был в 1678 6 году. апреля 1678 Да. года. И с тех пор стоит вот в таком виде. Виталик, тут такой вид, глянь, мне фотоаппарат. О, да, да. Это просто надо снять. И лавочка, сидеть и смотреть. Да, конечно. Если бы не было так холодно, можно было бы сидеть, но она вся покрыта инеем. Da sind die Vogesen. Ага. Вогезен это горы. Волгезен горы, это Франкрайш. Ja. Я? Это Францию видно уже отсюда, Эльзас. друзья. Эльзас. Это немецкая Франция. Эльзас Ну, немецкая. да, когда-то Эльзас был Когда-то был территорией Германии. Германии, потом Франции, потом обратно Германии, потом обратно Франции, потом обратно Германии, сейчас Франция. Я даже не ожидала, что здесь будет так красиво. Я тоже Просто вообще. Уникальные это места. сюрприз. В Германии очень много таких мест, которых мы не знаем еще, и в которых красотень, и просто уникальные места. Жалко уходить отсюда, но мы должны. У нас сегодня еще Да, сегодня еще мы должны посетить мероприятие. Все, тогда спускаемся назад. Будем ехать
вниз. Сильно узкие ступеньки, если кто-то будет идти сюда, Не разменешься, не да? разменемся. А тут темно, тут тесно. It's the reason that I love you. It's the reason that I care. Why there is no one above you. Why no one else can take me there. It's the birth of a moment. I tremble and show something that keeps on growing. An everlasting glow. Ну и под вечер угадайте, куда мы приехали. Мы приехали в культурный центр, где буддисты сегодня будут проводить вечер медитации. Я боюсь. Надо бояться. Это поселок под названием Зульцбург. Звучит почти как Зальцбург, большой город в Австрии. Но нет, Зульцбург. Смотрите, какой здесь интересный интерьер. Заходим во двор. Вау! Все шикарно, красиво, подсветка. Интересно, да? Мы никого не знаем здесь. Да, мы тут вообще никого не знаем, знаем Нас только... не приглашали. Ну да, а я еще и с камерой приперся. Так что, друзья, смотрите, я вам чуть-чуть покажу через окно сначала, а потом уже позже буду снимать. Расскажи, Лада, что здесь было? Здесь Ты- была магия рождественская. Вот здесь мы спалили все свои грехи. Мы сидели час, медитировали, потом ели, потом танцевали, потом пели, потом общались на немецком, а потом в конце концов стали вот здесь в круг и спалили все свои плохие желания и плохие дела и вообще все плохое. И тут же спалили все хорошее. Ну, То, ты- что мы хотим в следующем году. То есть это как бы такая вот празднование Рождества и Нового года одновременно. Очень интересное мероприятие. Я первый раз на таком мероприятии вообще никогда в жизни и не занималась медитацией, но здесь мы сидели, вообще не хотелось даже никуда идти. В общем, это было супер. Это было полный покой, полный улет какой-то. Мне Лада очень понравилось. не заметила, как Да, прошел да. час, да?